Один из моих знакомых в Грузии решил открыть хостел и обратился ко мне с просьбой помочь в рекламе этого самого хостела. И я решил записать такой небольшой видеоролик, как открыть хостел, что важно знать. И прежде чем это сделать, я записал видео, что такое хостел, как выбрать хостел. Оно есть на канале, его можно посмотреть. Здесь я уже буквально 25 минут рассказывал действительно про то, что такое хостел, чем отличается хостел от отеля, чтобы для людей было понятно, откуда я это все знаю. Все предельно просто, потому что я уже более 15 лет путешествую и более 15 лет я делаю рекламу. И очень часто ко мне обращаются за рекламой, за рекламными кампаниями туристические агентства. В том числе было пару хостелов. И когда мы разбирали, я готов этим поделиться. И в этом видео я хочу донести, рассказать вам, показать. Если вы хотите открыть хостел, неважно где, в Грузии, в Тбилиси, в Батуми, в Минске, в Москве, что необходимо знать тем, кто хочет открыть хостел. Потому что, в принципе, правила, что в Европе, что в Минске, что в Москве, что в Украине, плюс-минус одинаковые. Вместе с теми в Грузии, я думаю, особых отличительных не будет никаких свойств иметь. Поэтому давайте мы сейчас разберем просто пошагово два пункта. Что нужно знать предпринимателю, который хочет открыть хостел в Грузии, в Минске, или там в Беларуси, в России, в Украине, да, и как продвигать свой хостел, то есть разобьем на две части и быстренько пройдем. Туризм развивается, и чтобы открыть свой хостел, необходимо гораздо меньше времени, инвестиций, нежели если бы мы были заинтересованы в открытии собственного отеля. Но придется соблюсти ряд требований. Что это значит? Первое, да, у вас должно быть выкуплено, либо арендованное помещение, но при этом, друзья мои, важно, чтобы это помещение было не в подвале и не или в цокольном этаже. Дальше. Второе, что надо знать, когда вы будете арендовать помещение, это то, что кровать должна, то есть каждая кровать это 4 метра квадратных. Вот если у вас 20 метров квадратных общей площади, то вы смело можете ставить уже 5 кроватей в эту комнату. Двухъярусные кровати – спорный вопрос. Там нет такого в гости, потому что, да, но опять же это все на усмотрение. Дальше. Считаем, да, надо сделать хотя бы какой-то небольшой косметический ремонт, закупить мебель, минимальный набор там сантехники, потому что душевая кабинка должна быть, унитазы, раковины, столы, стулья, ну, чайник, наверное, еще микроволновку. Опять же, надо разделить зоны и открывать, вот важно, друзья мои, очень важно, да, то есть салон красоты и хостел едины в одном, то есть напрямую зависит от расположения. Если у вас очень классное помещение и очень классно все, но вы далеко от турмаршрута, вы далеко от центра, то лучше будет, если вы рассмотрите арендованное помещение где-нибудь в центре, потому что хостел и салон красоты одинаковы, потому что это проходимость. Если проходимость есть, люди готовы, да, там ночевать или там идти в салон красоты, неважно, если он в центре. Если вы на окраине, то все очень и очень спорно. Следующий момент. Планировка зданий, комнат проживания, общественных зон должна соответствовать эстетическим, техническим, санитарным нормам, рекомендациям. Нормы есть, там Санпин, нормы есть в любой стране, лучше ознакомьтесь, потому что очень часто бывает так, что вы открываете и вас могут проверяющие органы просто на ровном месте взять и закрыть. Поэтому лучше всего ознакомьтесь с планировкой, с тем, что у вас должно быть, и опять же проработать этот момент, да, то есть как бы какие есть законодательные акты, и лучше изучать их до открытия, чем уже в предписании на штрафы либо там на исправление в короткие сроки. Не забудьте о стоянке, то есть если у вас отдельное помещение, то есть отдельный хостел, как у моего знакомого, да, отдельный дом, должны быть стояночные места. Если вы открыли хостел в многоэтажке, типа в большом доме, то вход в него, отдельный вход допускается и не делать, да, чтобы было просто и понятно. В ваших хостелах должна быть оборудована и обустроена зона для встреч.
По-любому, то есть должен быть не просто коридор, не просто кухня, а должна быть какая-то комната, где вы будете принимать своих гостей, принимать документы, оформлять их. И поэтому вот эта вот общая зона, она может быть совмещена с зоной отдыха, с зоной для встреч, но опять же должна быть обязательно в данном случае либо комната, либо какой-то 5 метров квадратных закуток, чтобы было для приема гостей и для оформления гостей. Это тоже важно, важно, важно. Друзья мои, еще момент. Как бы вам этого не хотелось, но убирать надо в хостеле каждый день. Почему? Потому что есть санузлы, есть места общего пользования, и, соответственно, там нужно убирать не реже одного раза в день, но по-другому у вас и не получится. Почему? Потому что если у вас будут так себе санузлы, если у вас будет не убрано, не чисто, вы тут же получите отзывы, и ваш бизнес, ваш хостел накроется медным тазом. И поэтому я сразу предлагаю, подумайте и посчитайте над тем, кто будет у вас работать. То есть, потому что когда у вас хостел 2 комнаты там или 5 кроватей, вы можете вполне себе заниматься самостоятельно, либо с кем-то еще. Когда у вас уже 3, 5, 7 там комнат, там 15 кроватей, то вы один точно не вытянете. Это вот, скажем так, точно и гарантированно. Причем персонал хостелов должен иметь своеобразную профессиональную подготовку. В России даже есть ГОСТ, по-моему, он называется 54603. Этот ГОСТ, который дает предписание, как обучать сотрудников, как им действовать в чрезвычайных ситуациях, какие должны быть ими соблюдены санитарно-гигиенические требования, нормы, меры там пожарки, охраны труда и техники безопасности. Следующий момент, который я бы хотел понимать там, да, то есть как бы важно, это вот такой очень важный момент, особенно если вы работаете с агрегаторами, да, вот не в маленьком городке, а с агрегаторами. Не надо как бы, что руководство вашего хостела, что персонал не должны проводить различия межрасовых различий, там, да, то есть национальности, религиозности, вероисповедания, там, какими-нибудь там политическими убеждениями, то есть все это вы нейтральная территория, вы просто принимаете всех и рады всем. Для вас что кореец, что индус, что белорус, что русский, что там еврей, все на одно лицо, это ваши гости, и к этому надо привыкать, потому что от этого очень много будет зависеть. Сразу продумайте, какие будут часы работы вашего хостела, потому что многие считают, что стойка регистрации не работает круглосуточно. Я считаю, что это ошибка, потому что как бы многие хостелы сейчас перестраиваются на работу круглосуточно. Почему? Потому что бывает так, что надо где-то переждать там, да, до поезда, до самолета, там, до туда. То есть диктует клиент сейчас условия, поэтому как бы потенциальным вашим постояльцам всегда будет приятно узнать, что ваш администратор работает круглосуточно. Почему? Потому что как бы если вы будете выгодно отличаться от конкурентов, потому что у большинства конкурентов стойка регистрации не работает, там, допустим, мы там работаем до 9 часов и все. Я бы здесь рассмотрел. Потому что сейчас многие хостелы уже переходят на режим отелей, да, то есть они подстраиваются, они пытаются играть с ценой, потому что они в центре, они готовы принимать гостей всегда, и старые пережитки, когда там уже, посмотрите, просто зайдите в любой агрегатор и увидите, что там прием гостей вот реально круглосуточно. Кстати, это еще способствует Airbnb, то есть прямой конкурент хостелам, да. Все остальные рекомендации, что нужно знать предпринимателю, это все сравнимо 1 к 1 с любым бизнесом. То есть, если вы открываете, вам нужен капитал, в любом случае вам нужны люди, кто будет у вас работать, да, вам нужна будет сначала стратегия рекламная, как вы будете рекламироваться, потому что первые 2-3 месяца у вас в любом случае будет в убыток идти, в минус, и рассчитывать, что вы сразу будете нанимать классных сотрудников с прибыли, я бы не стал. Еще что по опыту могу сказать, что не рассчитывайте на то, что слабыми сотрудниками вы победите, потому что у меня был пример, когда один из владельцев хостела нанимал слабых сотрудников, аргументируя тем, что когда мы раскрутимся, тогда у нас и пойдет там все правильно. Друзья мои, вы так не раскрутитесь, то есть у вас не будет сервиса, у вас не будет качества услуг, у вас не будет ничего, потому что у вас слабый персонал. Хостелы, салоны красоты, это все один большой бизнес, который это сервис, это услуги, то есть у вас есть место,
ходовое классное место и дальше сервис. Если у вас это все совпадает, вы в дамках. Если нет, я предлагаю вам подумать, подумать. Многие начинают экономить на персонале и думают, что они все вытягивают сами. И вот вы 2 месяца работаете, а потом вы по каким-то причинам ушли, и теперь внимание, на вас посыпется огромное количество отзывов. И они будут далеко не позитивны. Хостел – это тот бизнес, где, я скажу грубо, но понятно. Один раз можно обосраться, всю жизнь будешь подтираться. То есть, вот в принципе, там уже можно было делать ребрендинг, да, потому что если люди таковы, особенно русскоязычные люди, да, если хорошо, вы будете просить отзыв, вы будете давать бонусы, давать плюшки, давать какие-то преференции, да, за отзыв. Но если плохо, вот все, кому было плохо, максимально все пойдут и напишут. И ваш рейтинг с 5.0 уйдет там, допустим, в 3.3 или там в 3.2, а это значит равносильно, что можно закрываться, потому что хороший, качественный клиент к вам не пойдет, брони не будут и можно будет закрывать. Давайте мы сейчас поговорим о том, какие ошибки я видел в хостелах и что бы я сразу вам предлагал продумать, да? То есть поймите, что хостел это отличается от отеля очень многим. Самая большая отличительная особенность это безопасность, да? То есть в хостеле вещи находятся у всех на виду, то есть у клиента вашего нет отдельного ключа, и он в принципе живет вместе со всеми. Кухня общая, все кругом общее, вот, и поэтому здесь комфорт. Чем комфортнее вы обеспечите условия в вашем хостеле, тем лучше и больше будет, то есть тем лучше и жирнее будут ваши клиенты. А вот опять же, не надо экономить на лаунж-зоне, на интернете, на оборудованном, чтобы на кухне было, кроме там чайника, поставьте элементарную кофеварку, либо там поставьте классную микроволновку, потому что сделайте косметический ремонт, это все дает вам дополнительные плюшки. Опять же, бесплатный Wi-Fi это по умолчанию, телек по умолчанию, с утра там чай, кофе, завтраки сухие тоже хорошо, потому что сейчас на рынке вот просто, да, открываете любой агрегатор и смотрите, что там предлагают хостелы. Что они предлагают своим гостям. Там вплоть до Wi-Fi, это уже как бы каменный век, да, там уже есть и приставки, там есть шахматы, настольные игры. То есть вы должны, вот хостелы, очень там 30% это постоянные клиенты, которые приезжают, и это ваша рекомендательная база. А вас рекомендовать будут что-то, что отличает вас от других. В Европе, вот, допустим, да, то есть приезжая в Европу, то есть я уже понимаю, да, что после Европы понимаю, что те хостелы, которые есть в Москве, в Минске, они подстраиваются под Европу, потому что клиент диктует свои условия. Отели, Airbnb, это все прямые конкуренты хостелов, поэтому сейчас, если вы изначально настраиваетесь на то, что открыли там какую-то франшизу, взяли там, не знаю, помещение, наставили там какие-то коек, раскладушек, поставили и все нормально, такого не будет. Вы посмотрите вокруг, вы закроетесь, не успев открыться. Ну, будем честны, в Грузии самые платежеспособные клиенты для хостелов это все-таки иностранцы, европейцы. Почему? Потому что как бы они уже привыкли к некоторому сервису, и они понимают, что они приезжают, допустим, отдыхать, море, ботанический сад, там Тбилиси, прогулки, им там сервис, комфорт особо не нужен. Я говорю только свою точку мнения. Поэтому я бы рассчитывал на иностранцев, да, на европейцев, скажем так, туда, вот, но было бы очень и очень неплохо съездить в Европу и перед открытием своего хостела посмотреть, как там, да, как вот, допустим, в той же самой Варшаве, да, там масса хостелов, классно, я жил в хостеле, там старинный дом с историей, да, там такие 3 этажа, и там вас встречают со свечами, там прям такая атмосфера, камин, ну, прям по-богатому, классно. 9 евро. 9 евро и завтрак включен. Сможете ли вы, то есть вот к этому привыкли уже в Варшаве, к этому привыкли, то есть сможете ли вы дать такой сервис здесь, большой-большой вопрос. Итак, представим, что вы совсем справились, у вас все хорошо, как же продвигать свой ненаглядный хостел? Первое, вот самое главное, хостел
это туристы, а это отзывы. Если вы наладите постоянный регулярный приток отзывов с клиентом, то есть с регулярной с базой клиентов, у вас все будет налажено. Отзывы это самое главное. Мотивируйте писать отзывы, потому что мне очень понравился подход в немецком хостеле, когда я выезжал, мне дали шоколадку, мне дали ручку и сказали, вот шоколадка там, чтобы там сладость была, а вот ручка, чтобы вы не забыли нам отзыв написать. И ты уже взявши эту ручку, ты понимаешь, становишься должным этому хостелу написать отзыв. То есть такие простые моменты, но это работает, друзья мои. Но я там действительно был поражен чистотой и всеми делами. Поэтому здесь отзывы, вот важно, чтобы вам писали отзывы, но минус один. Люди охотно пишут негативные отзывы и не очень охотно забывают, ленятся писать позитивные отзывы. То есть вы должны мотивировать людей писать эти самые отзывы. Второй момент, как продвигать свой хостел, это естественно, забыл сказать, отзывы, друзья мои. Это еще сарафанное радио, потому что когда люди пишут отзывы, пишут от души, они бывает размещают их на своих страничках в социальных сетях, они размещают где-то там у себя, их читают друзья, а это получается мы, это тот, кто нас окружает, то есть мы среднее арифметическое от 6 человек, которые нас окружают. Соответственно, эти люди также могут приехать к вам в хостел, если их друг, знакомый, там родственник был в хостеле, ему там понравилось, да, он будет рекомендовать вас. Это большая сила отзывов, сила нетворкинга, сила сарафанного радио. Я думаю, в Грузии об этом объяснять лишний раз не надо. Агрегаторы. Агрегаторов полно агрегаторов, Booking.com, огромное количество там, сейчас даже на Airbnb везде можно найти уже хостелы. Поэтому, друзья, агрегаторы это ваше все, туда заходите. Следующий момент, это я бы рекомендовал давать объявления в тематических группах. Причем не только, многие в Грузии, я наблюдаю, они совершают такую небольшую ошибку, да, они дают объявление о своем хостеле или о своем там, допустим, апартаментах в Грузии. Я бы давал уже объявление, либо там что-то в тематических, допустим, заходим «Мамочки Новосибирска». И вот там что, уважаемые мамочки, если хотите приехать в Тбилиси, там, в Батуми, я вас там встречу, посажу, там, будет дешево, недорого, там, да-сюда, пам-пам-пам. Вот там надо давать, то есть в тематических группах. Можно в своем городе, но я не думаю, что люди, которые уже приехали сюда, допустим, в Батуми, либо в Тбилиси, начнут искать там, они уже сюда приехали, зная, куда они приедут и где будут останавливаться. Следующее, скидки, друзья мои, если вы еще не бренд, если у вас еще нет там сотен отзывов, единственный хороший способ привлечь классных посетителей, это сделать классный сервис и дать хорошие скидки. Скидки работают всегда, во все времена, просто опять же, если вы, то есть, но не так, что всем подряд, да, а, к примеру, условно, 3 дня покупают, на 3 дня заселяешься, 4-й бесплатно. Это тоже классная работа, поэтому я бы вам рекомендовал. Следующий способ продвигать свой хостел, это сделать свой собственный сайт. Нет, социальные сети это хорошо, доски там, объявления там, да, тоже хорошо. Но свой сайт это сайт, где вы бы могли давать более полную информацию, фотографии там, да, и все-таки это все то, что можно разместить, допустим, там на визитке, да, чтобы люди приходили, там поставить, допустим, фотки, веб-камеру, там администратор видел, там стоит, там, да, чтобы люди реально видели, хотели, и это такой своеобразный траст. И сайт продвигается, опять же, не у многих хостелов есть классные сайты, и в принципе вы можете найти человека, который занимается сайтом, предложить ему какую-то коллаборацию, сотрудничество, и будет все хорошо. Про социальные сети я уже сказал. Итак, друзья мои, хостел это, будем прямо, это реальная возможность зарабатывать. Важно, что хостел сначала нарабатывает себе репутацию, а потом репутация работает на вас, на ваш хостел. Улучшайте качество сервиса, создавайте комфортные условия для проживания ваших гостей, и у вас регулярно, ключевое слово регулярно, будут останавливаться, вас будут рекомендовать, о вас будут рассказывать, вам будут писать отзывы. А я на сим прощаюсь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите вопросы под этим видео, с радостью помогу и расскажу.
как открыть хостел в Грузии, какие есть нюансы, подводные камни. И помните еще, я еще раз говорю, что хостел, как и салон красоты, это место. Если у вас классное место, это 99% успеха. Если место так себе, то в принципе прилет. Ну и, естественно, качество сервиса. Спасибо за внимание, до свидания.